Из-за большого предложения иногда сложно подобрать монитор, идеально соответствующий потребностям. У каждого свои базовые характеристики и предпочтения. Часто покупатели отталкиваются от стоимости, забывая о том, что им нужно кристально чистое разрешение, максимальная производительность и надежность. Немаловажно также количество разъемов для подключения. Сидение за компьютерным столом в течение дня могут дать негативные последствия для спины и шеи и тела. Поэтому, выбирая подходящую модель, в первую очередь нужно учитывать эргономичность и дополнительные интерфейсы устройства. В общем, 10 лучших бюджетных мониторов прямо сейчас, поэтому смотри видео до конца, чтобы выбрать что-то под себя. Поехали! Acer – один из самых известных брендов в компьютерной индустрии. Предложения компании включают мониторы, ноутбуки и мультимедийные проекторы. Тайваньский гигант с представительствами в десятках стран в последние годы создает модели, предназначенные для определенной группы пользователей. Acer V227QA-BI – один из таких экземпляров. Статический контраст этого геймерского гиганта составляет 1000 к 1, но это не единственное превосходство, позволяющее обойти лучшие бюджетные мониторы. Другие важные отличия: 22-дюймовый широкоформатный экран, насыщенность картинки на экране 250 нит, разрешение, позволяющее попасть в топ бюджетных мониторов с большой диагональю 1920 на 1080, поддержка технологии Flicker Free и системы защиты зрения Luv Blue Light. Время отклика матрицы 4 миллисекунды при частоте в 75 Гц. Инженеры Acer интегрировали разъемы VGA и HDMI. Это значит, что проблем с совместимостью точно не будет. При работе с графикой цветопередача на этом экране всегда идеальна, независимо от того, куда смотрит пользователь. У монитора прочная подставка, даже при самом большом наклоне не придется беспокоиться об устойчивости. Монитор Asus VP228DE сочетает в себе стиль и функциональность. Это очередная модель с низким энергопотреблением. Оборудование лучшим образом дополнит офисное или домашнее пространство. С Full HD работа с графикой и мультимедиа – одно удовольствие. Инженеры Asus сделали все для получения яркого и реалистичного изображения. Монитор VP228DE оснащен эксклюзивной функцией Game Plus, разработанной для того, чтобы игрок мог включать видеоискатель и таймер. Другие 5 фишек модели – монитор с высокими показателями контрастности картинки. Производитель интегрировал Splendid Plus и Viv в D-Pixel. Прочная подставка идеально гармонирует с тонким профилем. Инженеры Asus более склонны к внедрению AI Splendid Plus и Video Intelligence, оптимизируют изображение улучшением цвета и яркости. Встроенный хронометр позволяет игрокам контролировать ход в стратегических сражениях. Asus заботится о зрении пользователя. Благодаря технологии обновления мерцания и функции стабилизации синего цвета глаза не устают. Эта модель динамически регулирует контраст, настраивая соотношение черного и белого. Такая регулировка есть не у всех флагманов. Модель LG 24MK430HB подходит для офиса и домашнего использования. Матрица IPS обеспечивает широкую обзорность и неплохую цветопередачу, хотя это не единственное преимущество. Производитель уделил особое внимание этой модели 2018 года выпуска, увеличив диагональ и проработав качество. Благодаря интегрированной Dynamic Action Sync отклик удалось снизить до 1 миллисекунды. Команда LG также предлагает установить дополнительное программное обеспечение Screen Split и более расширенную платформу One Screen Control. Это инструменты для гибкой настройки рабочих параметров. Режим чтения, при котором зрение не устает, доступен, хотя давно стал стандартом для большинства флагманов. Благодаря фирменной EN Plane Switching пользователи могут смотреть на экран с разным углом относительно плоскости картинки. LG также разработала систему Black Stabilizer, которая обнаруживает темные сцены и помогает осветлить их. Таким образом, игроки могут найти врагов, которые прячутся и ждут в засадах. Ссылки на все мониторы, кстати, как всегда, будут в описании.
Этот 22-дюймовый 60-герцовый монитор оснащен матрицей TN. Хотя это не повод расстраиваться, матовое покрытие повышает комфорт работы, а технология Flicker Free существенно снижает вероятность мерцания картинки. Для офиса самое то. Достоинством модели считается интеграция технологии OverNap, которая снижает яркость монитора в спящем режиме. Вот другие важные фишки. Соответствие стандарту веса, удобное управление, легкий доступ к кнопкам питания, панели регулировки яркости и контрастности. Производитель встроил VGA и DisplayPort. Dell E2216HV может похвастаться 16,7 миллионами цветов. Оптимальный комфорт можно получить за счет наклона монитора на 5 градусов вперед или 21 градус назад. Производитель заявляет о поддержке 85% цветовой гаммы и углах обзорности в 170-160 градусов. Dell, как и другие глобальные бренды, заботится об экологии. Корпус монитора более чем на 25% изготовлен из переработанных материалов. Производитель использует стекло, не содержащее в креплении мышьяка, а печатные платы лишены бронированных огнестойких добавок. А панель собирается без добавления ртути. Нормальный такой вариант, как по мне. Комфортные условия для офиса и мультимедиа обеспечит только монитор формата Full HD. И это Samsung S22F350F. Производитель предлагает практически универсальное разрешение. С данной моделью комфортная работа с графикой обеспечена. Соотношение сторон 1920 на 1080 идеально для игр или просмотра фильмов. С этим широкоформатным экземпляром геймеры забудут о размытии, разрыве и обрезке кадров. Среди основных преимуществ оборудования модель синхронизируется через AMD FreeSync, частота мерцания кадра будет соответствовать совместимой видеокарте. Плавность игрового процесса и вызванное этим восхищение гарантированы. Коэффициент контрастности картинки соответствует стандарту Mega DCR. Монитор предназначен для настенного монтажа и совместим с подставкой и кронштейнами веса. Экран с матовым покрытием исправно устраняет зеркальный эффект и не склонен к отражению и бликам. Разработанная командой Samsung технология Flicker Free минимизирует раздражающее мерцание кадра. Корейские инженеры сделали все для того, чтобы каждый игрок мог играть комфортно. Длина включенного в комплект кабеля питания 1,5 метра. Samsung S22F350F – универсальный эргономичный монитор для профессиональных и других нужд. Круглая подставка хорошо гармонирует с обстановкой на рабочем месте и прочно удерживает сверхтонкий дисплей. Производитель заявляет, что данный экземпляр изготовлен из 30% переработанного пластика и потребляет очень мало энергии. А вообще, когда в мире творится черт пойми что, покупать мониторы за недорого можно на AliExpress. Цены там всегда самые приятные, плюс огромные скидки. Доставку делать уже научились, а в случае каких-то нюансов всегда легко вернуть деньги обратно. В описании будет ссылка на лучшие модели бюджетных мониторов. Если ты готов немного подождать и взять монитор по лучшей цене, переходи и убедись в этом сам. Форма этого квадратно-круглого гиганта основана на окружности 2 метра, благодаря чему расширяется поле зрения и уменьшается количество отраженного света. Матрица выполнена по принципу VA. Каждая картинка восхищает оттенками черного, идеально белым, при этом поддерживается контрастность 3000:1. Не менее актуальны следующие функции. Запатентованная технология регулирует яркость экрана. Система делает это на основе отработанных черных областей, отображаемых на экране. Это позволяет снизить энергопотребление до 10%. Производитель встроил порты для подключения HDMI и VGA. AMD FreeSync оптимизирует обновление экрана, сопоставляя с производительностью аппаратной части. В режиме Real-Time система синхронизируется с видеокартой, минимизируя заикание и обеспечивая корректную смену кадра. Игровой процесс непременно будет плавным. Подставка монитора может наклониться только на -4 или 20 градусов, но есть возможность установить экран на опору стороннего производителя. Благодаря совместимости со стандартом веса 75 на 75 мм, в этом плане проблем не будет. Разрешение 1080. На 23,5 дюймовом экране монитора Samsung C24F396 обеспечивает приличную плотность пикселей 93 ppi. Темные оттенки будут более различимыми и яркими. Черный цвет стал намного глубже, чем на дисплеях IPS TN, имеющих коэффициент контрастности 1000:1.
Это ощущается с первых минут использования. Когда речь идет о 18,5-дюймовом TN-мониторе с экраном 1366 на 768 пикселей, становится ясно, что устройство вряд ли заинтересует геймера или любителя широкоформатных фильмов. Хотя это не повод списывать данную модель, типичный офисный экземпляр не лишен преимуществ. Технически подкованным юзерам будет интересно следующее. Массивный Asus VS197DE способен воспроизводить кадры с соотношением сторон 16 к 9 и откликом в 5 миллисекунд, которых достаточно для неприхотливых офисных планктонов. Контрастность 1000 к 1 статическая, 50 миллионов к 1 динамическая. Яркость 200 люмен. Созданная Asus система Smart Contrast регулирует яркость подсветки для достижения самого темного черного и самого яркого белого, обеспечивая реалистичное изображение. С базовым разъемом производитель встроил только DSAP, добавив также 6 предустановленных видеорежимов: пейзаж, игра, кино, ночной, sRGB и стандартный, которые выбираются одной кнопкой. Эта модель с безртутной панелью со светодиодной подсветкой. Asus также использует упаковку из гофрированного картона с содержанием вторичного сырья не менее 80%. Инженеры предусмотрели предустановленные режимы отображения, регулируемый угол наклона и применили неотражающее покрытие для экрана. Для работы или учебы в самый раз. Очередная линейка Lenovo, получившая серийное название ThinkVision T22i-10, прорыв в сфере производства мониторов. Этот бренд всегда создавал оборудование для требовательных профессионалов. Дизайнеры и инженеры Lenovo хорошо поработали, обеспечивая реалистичность картинки. Среди явных отличий оборудования: Full HD кадры без полей упрощают повседневную работу. Мониторы этой серии совместимы с портами VGA, DisplayPort и критическим для любителей мультимедиа HDMI. ThinkVision T22i10 имеет встроенный 4 USB 3.0 и аудиовход на 3,5 мм. Изящный и универсальный дизайн с функциональной подставкой делает эту модель идеальной для офиса. Исключительные визуальные эффекты на экранах от Lenovo обеспечиваются благодаря In-Plane Switching. Монитор выдает стабильные, яркие цвета под широким углом обзора. Простое и удобное подключение не менее важная фишка компании. Работать с наиболее популярными устройствами с HDMI, VGA, DisplayPort удобно, как и подключать аксессуары USB прямо к дисплею. Дополнительные функции и акценты в Infinity Edge, USB-концентратор, слот для замка безопасности Kensington, сертификация Energy Star. Несмотря на то, что монитор создавался для игроков, модель получила простую конструкцию. Экран установлен на V-образном основании, имеет острые края, характерные для любой данной категории оборудования. Но есть один нюанс. Инженеры лишили пользователя полноценных функций вращения подставки или изменения высоты. Настольная база укомплектована простой прижимной лапкой, обеспечивающей устойчивость, но, к сожалению, это малофункционально. Среди явных отличий моделей: кнопка управления расположена на задней стороне корпуса с правой стороны. Оборудование не предназначено для крепления на стену. Встроен один порт VGA и два порта HDMI. Интерфейсы DP, DVI и USB отсутствуют. Несмотря на отсутствие гибкости, владельцам этой модели есть чем гордиться, ведь Nitro VG240U обновляет кадры с впечатляющей частотой 144 Гц. Благодаря Visual Response Boost VRB отклик уменьшился до 1 миллисекунды, чем могут похвастаться не все экземпляры, попавшие в топ недорогих мониторов. Четкие и плавно меняющиеся кадры обеспечены при любой нагрузке. Монитор с тонкой окантовкой относится к группе безрамочных. Передняя панель имеет широкую полосу внизу. Посередине логотип производителя, немного нарушающий монотонность корпуса. Благодаря входу VGA, ЖК-монитор E1916HV от Dell можно использовать с различными компьютерами. После настройки удастся оценить картинку размером 1366 на 768 точек с яркостью в пределах стандартных 200 нит. С контрастностью 600 к 1 не все так гладко, но поддержка 16,7 миллионов цветов порадует. Учитывая то, какая цена на данный экземпляр, попадание модели в топ передовых экранов маловероятно.
Хотя рейтинг бюджетных мониторов весьма соответствует видению инженеров Dell, в этом мониторе важно следующее. Производительность 18,5-дюймового широкоформатного дисплея явно выше конкурентов. Модель изготовлена в соответствии с последними экологическими нормативными стандартами. Производитель оставил подключение через VGA. Есть дополнительный рычаг, который выдвигается и наклоняется для изменения угла чтения. Подставка адаптируется для портретного и ландшафтного режима. Углы наклона могут регулироваться на 70 градусов назад и на 5 градусов вперед. Сидеть на диване и смотреть фильмы на своих компьютерах — это то, что нравится многим. С хорошим ноутбуком можно добиться комфорта и идеального положения. С ПК все сложнее. Без функции наклона и обзорности вряд ли удастся отойти дальше 1-2 метров от своей игровой станции. А для офисных сотрудников двойная сложность, ведь их потребности часто связаны с выводом нескольких картинок, графиков и прочего. Если тебя не впечатлили ни одна из этих моделей, обязательно посмотри вот это видео и про подписку и лайк не забудь.